Тайные встречи с переговорами о перемирии, Швеция готовится к войне и кадровые изменения в Евросоюзе. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В годовщину атаки стражами исламской революции гражданского самолета украинских авиалиний Канада обращается в агентство гражданской авиации, чтобы наказать Иран. Мы годами работали с партнерами, чтобы заставить иранский режим принять ответственность за свои действия. Министр обороны Швеции призывает проходить военную подготовку всем гражданам страны. Ситуация с международной безопасностью резко ухудшилась. В Европе идет крупная война. Это создает серьезные риски и напряженность. И за последний год ситуация в сфере безопасности также продолжила ухудшаться. В Эквадоре вводится чрезвычайное положение. Я только что подписал указ об исключительном положении, чтобы вооруженные силы имели полную политическую и юридическую поддержку в своих действиях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Мы хотим знать все, о чем вы думаете и как вы относитесь к тому, что происходит. Поехали. Соединенные Штаты Америки и союзники ведут тайные переговоры с Украиной по поводу мирного плана. Такая секретная встреча состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. По данным издания Bloomberg, представители Украины встречались с союзниками по G7 и небольшой группой стран глобального юга, так называемого. Все это проходило в режиме секретности для того, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. Но существенного прогресса на этой встрече достигнуто не было. Беспилотники атаковали нефтебазу и энергетическое предприятие в российском Орле. Об этом говорит губернатор области. Источники украинских медиа, в частности «Украинской правды», говорят, что это является частью операции украинской разведки и фонда «Повернись живым». Местные паблики пишут, что беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар базы «Орел-нефтепродукт» и пострадавших нет. Помощи в противовоздушной обороне ожидают в Украине от заседания Совета Украина-НАТО, который состоится 10 января. Все это из-за истощения систем ПВО после российских массовых обстрелов. Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, Iris-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО. Украинский министр заявил, что союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины уже сейчас. Швеция должна готовиться к войне. Об этом говорит министр обороны и главнокомандующий. Россия представляет угрозу сегодня и будет представлять угрозу в обозримом будущем. Если вы посмотрите на склонность к риску и готовность использовать все имеющиеся в арсенале средства, вплоть до крупномасштабного военного вторжения в другую суверенную страну, то вы должны понимать, что это может произойти и в других областях. В Швеции начинают замечать, что ситуация с безопасностью очень серьезная, и что сейчас важно от осознания этого переходить к непосредственным действиям. А каким? Ситуация с международной безопасностью резко ухудшилась. В Европе идет крупная война. Это создает серьезные риски и напряженность. И за последний год ситуация в сфере безопасности также продолжила ухудшаться. И люди, конечно, должны знать об этом. И, конечно, правительство также работает над укреплением национальной обороны и нашего двухстороннего оборонного сотрудничества, которое укрепляется, а также над полноправным членством в НАТО, что будет иметь большое значение. Министр обороны говорит о том, что все больше людей хотят служить в армии, не приводя, правда, статистики, и призывает пройти подготовку, принять участие, например, в добровольных оборонных организациях в рядах внутренней гвардии. Шведское общество должно быть готово защитить себя, говорит министр обороны. Самого молодого премьер-министра в истории Франции назначил Эммануэль Макрон.
Новому главе правительства 34 года, его зовут Габриэль Атталь, и он сменил на посту Элизабет Борн, которая в понедельник подала в отставку. Кадровые изменения грядут и в Европейском совете, глава которого Шарль Мишель пообещал уйти преждевременно в отставку, если пройдет на выборах в Европарламент. На его место претендует бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Также среди кандидатов нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Метте Фредериксен. Из-за побега главаря банды наркоторговцев в Эквадоре объявлено чрезвычайное положение на фоне беспорядков в тюрьмах. Тысячи солдат и полицейских разыскивают Адольфо Масиаса по прозвищу Фито. Он исчез из тюрьмы прямо перед переводом в другую, более строгого режима. Членов группировки, которую он возглавляет, к тому же подозревает в убийстве кандидата в президенты страны на последних выборах. Я дал четкие и ясные указания военному и политическому командованию вмешаться в контроль над тюрьмами. Я только что подписал указ об исключительном положении, чтобы вооруженные силы имели полную политическую и юридическую поддержку в своих действиях. Я призываю граждан, потому что это борьба каждого, продемонстрировать свою поддержку. Мы видим знак того, что в стране все должно измениться, и что наших законов недостаточно, чтобы жить в мире. Нет места для оппортунистических политиков, которые ищут выгоду в условиях кризиса безопасности в тюрьме. Мы не будем вести переговоры с террористами и не успокоимся, пока не вернется мир всем эквадорцам. Эквадорская полиция объясняет, что не обнаружили Фито в камере в воскресенье, и с тех пор неясно, сбежал ли он из тюрьмы и сейчас на свободе, или прячется где-то на территории комплекса. В 2013 году он уже сбегал из этой тюрьмы на несколько месяцев. Правительство Канады вместе со Швецией, Великобританией и Украиной обратилось в Международную организацию гражданской авиации по поводу крушения пассажирского самолета, в результате которого 4 года назад погибли 176 человек. Выживших не было. Большинство погибших были гражданами этих 4 стран. В июне 2023 года 4 страны подали иск в Международный суд в Гааге. В обоих случаях страны требуют от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших. Мы годами работали с партнерами, чтобы заставить иранский режим принять ответственность за свои действия. Поэтому сегодня мы предприняли дальнейшие исторические действия вместе с нашими партнерами из Швеции, Великобритании и Украины, чтобы передать этот вопрос в Международную организацию гражданской авиации. Это в дополнение к нашему постоянному стремлению добиться справедливости в Международном суде, который мы инициировали прошлым летом. 8 января 2020 года самолет авиакомпании Международной авиалинии Украины был сбит иранскими стражами исламской революции сразу же после взлета из аэропорта Тегерана. Спустя 3 дня Иран признал, что по ошибке выпустили 2 ракеты по гражданскому самолету. Президент Ирана сказал, что это была человеческая ошибка. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Жду любую вашу реакцию. Это очень важно. YouTube тогда показывает это видео и другие наши видео большему количеству людей. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.